Мужчина спас маленького осиротевшего медвежонка. Он забрал одинокого детеныша к себе домой, где выкормил и вырастил его. Однако спустя 3 года произошло нечто шокирующее. Каждый вечер после работы Алекс возвращался домой по одной и той же дороге, которая пролегала рядом с лесом. Этот маршрут стал для него привычным, и он редко замечал что-то необычное. В тот день мужчина задержался на работе до 7 вечера, и к тому моменту, как он вышел, улицы уже погрузились в темноту. Проходя мимо густых зарослей, Алекс вдруг услышал странный звук, доносившийся из кустов неподалеку. Это был жалобный писк, будто кто-то попал в беду и звал на помощь. Он остановился и осторожно подошел ближе, чтобы выяснить, что происходит. Когда Алекс заглянул в кусты, он заметил маленького медвежонка, который, судя по всему, только недавно появился на свет. Бедняжка сидел, поджав лапки, дрожал от холода и страха, жалобно поскуливая. Мужчина насторожился. Возможно, рядом находится медведица, которая могла бы защищать своего детеныша. Но минуты шли, а взрослая медведица так и не появилась. Мужчина не мог бросить малыша на произвол судьбы. Он бережно поднял медвежонка на руки и понес к себе домой. Оказавшись в теплых руках, маленький зверек перестал дрожать. Он уютно устроился в куртке Алекса, словно почувствовав, что ему больше ничего не угрожает. Когда Алекс принес медвежонка домой, он первым делом налил ему в миску теплого молока и добавил немного сахара. Медвежонок подполз к миске, с трудом перебирая лапками, и начал жадно лакать молоко. Он был изможденным и, похоже, очень долго ничего не ел. Алекс понял, что медвежонок от безысходности выбрался из леса и направился к городу в поисках помощи. Алекс погладил его по мягкой шерсти и решил оставить у себя, понимая, что в дикой природе Кроха не сможет выжить в одиночку. Он дал своему новому другу имя Арчи. В доме Алекса уже жила собака по кличке Стелла. Она была доброй дворняжкой с большими карими глазами. Первое время Стелла настороженно относилась к новому обитателю дома. Но спустя несколько дней она поняла, что Арчи всего лишь беззащитный малыш, которому нужно внимание и забота. Через пару недель Арчи и Стелла стали неразлучными друзьями. Они носились по двору, играя друг с другом. Собака убегала, а медвежонок неуклюже ковылял за ней на своих коротких лапках. Иногда он спотыкался, падал, но тут же поднимался и продолжал веселиться. Алекс кормил Арчи молоком из бутылочки каждые несколько часов. Медвежонок с жадностью выпивал все до последней капли, иногда даже пытался сосать уже пустую бутылочку. Он рос не по дням, а по часам. Через некоторое время Алексу пришлось перейти на более сытное питание, заменив молоко мясными консервами для собак, которые Арчи ел с огромным удовольствием. Когда Арчи исполнилось 3 месяца, он уже стал размером с крупную собаку. В доме ему стало тесно. Игрушки разлетались по всему помещению, мебель часто оказывалась опрокинутой. Алекс начал понимать, что рано или поздно ему придется вернуть медвежонка в лес. Это было трудным решением, потому что мужчина привязался к Арчи как к собственному ребенку. Однако он осознавал, что для медведя лучше жить на свободе. Через несколько недель Алекс загрузил подросшего Арчи в машину и отвез в лес, поближе к тому месту, где нашел его в первый раз. Медвежонок чувствовал, что происходит что-то необычное. В дороге он волновался, ползал по сиденью и жалобно попискивал. Когда они добрались до густых зарослей, Алекс осторожно вытащил Арчи из машины. Он поставил его на траву и, смахнув слезы, крепко обнял своего косолапого друга. Медвежонок словно понял, что это прощание. Он посмотрел на мужчину, издал тихое ворчание и побежал в лес, периодически оглядываясь. Прошло 3 года с того дня, как Алекс отпустил Арчи. Все это время он вспоминал своего необычного друга, переживая за его судьбу. Как-то вечером Алекс вернулся домой с работы и услышал странный шум на заднем дворе. Его собака, Стелла, громко залаяла и выбежала через заднюю дверь. Алекс поспешил за ней. Возле мусорных баков он увидел огромного бурого медведя, который стоял на задних лапах. Алекс замер от страха. Дикие медведи никогда не заходили так близко к городу. Но в следующее мгновение мужчина понял, что перед ним Арчи. Медведь тоже узнал своего старого друга. Он подошел к Алексу, издав довольное рычание. Алекс, хоть и испытывал страх, понял, что Арчи не собирается нападать.
Медведь осторожно обнял мужчину своими мощными лапами, а затем начал вылизывать его лицо, как в те времена, когда был еще медвежонком. Алекс расчувствовался и пошел в дом за едой. Он принес Арчи все, что нашлось в холодильнике, и медведь с удовольствием все съел. После этого Арчи ткнулся носом в грудь Алекса, развернулся и неторопливо ушел обратно в лес. Алекс и Стелла долго смотрели ему вслед, осознавая, что это была редкая, но очень трогательная встреча. Алекс больше никогда не видел своего косолапого друга, но этот день остался в его памяти как одно из самых светлых и счастливых воспоминаний. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.